Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня будет парфюмерное видео. Говорим сегодня об ароматах Guerlain. И это вода ритуалов. Кстати, практически не нашла никаких отзывов, никаких ревью на эти ароматы. Видимо, эти ароматы не столь популярны. Эти ароматы я не встречала в магазине, чтобы протестировать их. У них необыкновенно красивые флаконы. Это прям произведение искусства. Но мне посчастливилось приобрести вот такой вот Discovery Set, где представлены три аромата. Три аромата: вода Eau de Lingerie, Eau de Lis и Eau de Cachemire. Сейчас еще линейка пополнилась еще одним ароматом Eau de Bain, это вода для ванны. И, в общем, я протестировала эти ароматы, и у меня есть о чем вам рассказать, поделиться своим впечатлением об этих ароматах. Вообще Guerlain говорит о том, что искусство жить, искусство духов — это всегда одно и то же. И в прошлых веках всегда душили не только себя, но и одежду, платья, перчатки. И вокруг всегда присутствовал приятный шлейф, и это считалось искусством, это считалось признаком хорошего тона, элегантности, хорошего вкуса. И, в общем, в 2006 году был выпущен первый аромат, это Eau de Lis. Создан был аромат Францисом Куркиджаном. Eau de Lis — вода для постели. Белый мускус, шалфей, нероли, бергамот, кориандр, ваниль, звездочный анис. В общем, аромат меня больше всего мне понравился, хотя он был выпущен в 2006 году. Я считаю, что это это легкая такая, за счет нот нероли. Я очень четко и прослеживаю здесь именно приятный аромат нероли и с легкими нотами бергамота. Делает этот аромат слегка свежим, но при этом он не уходит в какую-то ярую такую свежесть. Он все-таки остается достаточно легким, пудровым, таким легким, нежным, как перышко. Действительно, если надушить им, капнуть на подушку, на пододеяльник, мне кажется, действительно, это такая приятная, теплая, слегка с нотами нероли аура будет вокруг вас, которая будет вас и согревать, и слегка дарить какие-то такие приятные, погружать вас в какое-то приятное такое облако тонкого, нежного аромата. Действительно, это аромат, который не напрягает, который не отвлекает от сна, дарит приятные эмоции. Действительно, аромат каких-то облачков, какого-то нежного прикосновения, дуновения. Что флакон необыкновенной красоты, так и аромат. Легкое дуновение приятного такого легкого ветерка с нотками нероли и бергамота. Мне понравился этот аромат и, наверное, понравился больше всех. Следующий аромат, который вышел уже в 2013 году, это аромат Eau de Lingerie. И здесь уже совсем другая история. Аромат был выпущен Терри Вассером. Это уже такой древесно-мускусный парфюм, древесно-мускусная вода. Здесь мускус и рис, ваниль, роза, амбретта и сандал. Да, он более теплый, он более бархатный за счет розы, за счет сандала, за счет нот ванили. Он дарит уже какую-то такую ауру спокойствия. Этим ароматом нужно душить наше белье, включая все нижнее белье. Аромат уходового средства, аромат тоже чистоты, тоже приятной такой легкой приятной свежести, но уже с более таким, с древесными нотками, с нотками сандала. Какая-то бархатистость в этом аромате появляется. Да, это запах свежего, запах чистого белья, такого уходового средства. И действительно, это аромат, который необыкновенно держится именно на шелке, на хлопке.
действительно аромат создан для белья. Он немного за счет ириса он становится немножко пудровым, таким теплым, интимным таким. Вот, и не зря он все-таки аромат для белья. Вы наносите аромат этот на белье, и он действительно держится очень долго на белье, на каких-то хлопковых, шелковых вещах, и дарит вам такую приятную ирисово-пудровую негу. Очень, очень мне этот аромат тоже понравился. Вот, за счет, ну, здесь уже немножко все-таки это такая вот древесно-мускусная история. Кстати, этот аромат мне напомнил аромат, которым я пользовалась много-много лет. Это аромат от Dolce Gabbana Temperance. Есть в нем какие-то вот, когда я услышала Eau de Ligerie, я сразу вспомнила про Temperance. Такой вот отсыл к тому аромату есть слегка. Красиво, тоже очень изысканно и очень такой интимный аромат. Следующий аромат в этой коробочке, который у меня есть, это Eau de Cachemire. Eau de Cachemire был выпущен Бертраном Дюшофуром в 2014 году. И это аромат предназначен для кашемира. Ну, я думаю, наверное, не только для кашемира, но и для шерсти. По крайней мере, я наносила этот аромат на шерстяной пуловер, и он 3 дня благоухал. В этом аромате верхние ноты у него буквально сразу пленяют. Это настолько красиво, настолько изысканно, необычно. Именно розовый перчик, бергамот, мандарин. В нотах сердца здесь ирис и лаванда с кедром. И в нотах базы гелиотроп, ветивер и мускус. Мне больше всего нравятся в этом аромате именно верхние ноты. Вот за счет, наверное, цитрусовых и розового перца. Он дарит какой-то немножко радость, позитивность несет в себе. А потом уже он усаживается, и вот эта ирисово-лавандовая пудра дарит вам ауру такой гармонии, спокойствия, уюта, покоя. Но при этом верхние ноты у него такие довольно позитивные, довольно такие веселые. Вот эти нотки перца, они как-то на верхних нотах, они прям щекотят нос, мне кажется. Очень тоже красивая такая лаванда и ирисовая аура, которая окружает вас. И прекрасно, конечно, на всех теплых вещах, не только кашемира, но и на шерсти, на каких-то даже и на вискозных кофтах, на хлопке тоже все прекрасно держится аромат именно на ткани. И вот все-таки вся эта линейка, я думаю, все-таки создана не зря, как вода для текстиля. Конечно, можно сказать о том, что все-таки это немного дороговато для просто ароматизации белья, постели или каких-то шерстяных и кашемировых вещей. Но все-таки есть в этом какая-то... Все-таки это такие милые ароматы, милые такие вещицы, которые, мне кажется, ну, немного делают жизнь красивее, интересней и как-то многообразней. Конечно, можно купить обычный хороший освежитель для текстиля и нанести его на белье, да, на белье, на постель или на какие-то кашемировые вещи. Но я хочу сказать, все-таки не зря все-таки эти ароматы были созданы Герленом. Все-таки есть в нем какая-то и статусность, и есть что-то такое милое, дорогое, изысканное, и очень необычное. И когда вы наносите эту воду для ритуала на свое белье, постель или кашемировый шарф, то вокруг вас вот создается такая вот аура именно дорогого парфюма. Все-таки есть в этом какая-то логика все-таки. Вообще, конечно, это очень такие милые вещицы, милые ароматы. У них необыкновенно красивые флаконы, которые сейчас вот пополнились еще ароматом для ванны. Его я, к сожалению, не попробовала. И мне очень интересно, кто знаком, кто пользовался, кто тестировал, пишите в комментариях.
Мне будет очень интересно почитать ваше мнение. Мне эта линейка практически вся понравилась. Это, конечно, можно сказать, какое-то баловство, но все-таки такая вот милые такие вот вещицы, милые такие вот, даже не парфюмы, как воды для ритуала, которые делают нашу жизнь немножко красивее, немножко интереснее. Вот так, вот такой вот у меня обзор. Надеюсь, вам было интересно и полезно. Может быть, вы не обращали внимания на эти ароматы. Может быть, вы, если их увидите, протестируете, и какой-то вам обязательно понравится. На этом все. Пишите свои комментарии, ставьте лайк, подписывайтесь и пока-пока.